В квартире, и она выглядит шикарно. Но я ее потом покажу. В общем, сегодня 29 число, остается 3 дня до Нового года, и нам нужно закупиться продуктами, чтобы остаться там на день-два дома и готовить. Также купить подарки, может, маленькую какую-нибудь елочку, потому что квартира съемная, и никто елку нам, конечно, не подгонит. Кашка сама выглядит очень круто, квартира выглядит очень круто, но лист какой-то, туда же обои. Любимый 7-Eleven. Всегда рада его видеть, и это такое счастье и удача, когда мы его находим, особенно если он рядом с нами находится. В общем, вчера мы купили яйца, но забыли купить соль, масло, так что позавтракать мы не сможем. Решили здесь перекусить, потому что здесь есть все. Я беру болонезку и сырный стик, хлебушек. Ну или да. Во Вьетнаме были слишком узкие улочки, а здесь большое пространство, чувствуются возможности расширения территории. Метро находится прямо напротив нашего ЖК. Это вот наше лобби. И здесь находится такая интересная вещь, как mailbox. И обычно, когда ты заселяешься, они просто оставляют ключи в вот таких вот штучках, дают тебе пароль на них. Ты открываешь, забираешь ключик, и все, и поднимаешься. И когда ты уже уезжаешь, делаешь то же самое, просто наоборот. Все, мы в моле, и нужно найти что-нибудь классное, что-нибудь красивое, модное, а то у нас очень тухлый гардероб стал, мы много с собой вещей не брали. Надо нормально закупиться, быть красивыми, начать год с красоты, сексуальности. Эти пару дней мы путешествовали по молам, и здесь их штук 20 на один город. Все более-менее похожи, так что мы гоняли по самым большим и рекомендованным. Кстати, самая большая головная боль была в поиске новогодних декораций. Да, молы большие, их куча, но в них мало такого декора. Вот такую маленькую елочку взять, да? Как раз нам нужна была елочка на разок. 3000 тенге стоит, нормально. Ты что, это стоит вот эта штука? Вот жалко то, что здесь не ставят новогодние песенки. На самом деле хотелось походить под новогодние песни, находиться в дикой суете, как в детстве под Новый год. Когда мама тянет на движ каждый магазин, и все что-то бегают, парятся, и все это создает ту самую атмосферу. Направляемся в следующий молл, как раз он недалеко находится. Здесь все улицы и вот эти районы центральные обставлены моллами. Так что, в принципе, далеко ходить не нужно будет. Такие невзрачные строения позади, а спереди расцветает такой красивый, высокий. Не могли найти все в одном молле. Из-за этого приходилось ходить от одного к другому, то в поисках одежды, то декора, техники и так далее. Из-за того, что такие широкие дорожки, чем-то напоминает наш алматинский форум. Там также много места, мало народу. Какие красивые открытки. Было бы у меня больше подписчиков, я бы разыграл что-нибудь, это точно. Зашли в Икею, ее нереально осмотреть за раз. Но у нас есть цель. Это новогодняя декорация. Там салфетки, гирлянды, какие-нибудь елочки. Это оно. Царство радости и праздника небольшое. В итоге в Икее мы ничего не нашли и поехали попадать в наше счастье в самое крутое место для шопинга в Куала-Лумпуре. Мне кажется, мы приехали не туда. Мы можем уйти, пока не поздно. Это молл-павильон, и тут на первых этажах находится максимально тяжелый и душный люкс. До 3-го этажа мы шли, закрыв глаза. Также на этой улице, где находится молл, стоят самые крутые рестораны, отели, тачки, тапки, бабки. В общем, если шопиться и по-жесткому, то здесь. Ну и здесь, кстати, есть норм дешевые магазины. Реально создается такое ощущение, как будто ты на улице, потому что здесь такие окошки есть, улочки. Огромный магазин Forever 21. Реально вот огромный, и тут куча одежды. Я думаю, наверное, все женское. И тут вижу, тут маленький уголочек мужской одежды. Ощущение такое, как будто я суперзвезда. The Friday. Однозначно самые вкусные бургеры, которые я пробовал.
нежное медиум-рэр мясо, карамелизированный лук, румяная булочка. Кстати, наступил уже второй день странствий, и мы все так же ищем нам знакомый декор, технику, одежду. В каждом моле устраивают такую красоту, и мы обязательно сходим вниз, прогуляемся по этим красивым улочкам. Но кажется, в Европе это было бы реально на улице, реально были бы улочки такие украшенные, там снежок. Мы спорим, какая елка лучше, вот такая вот маленькая, да? Или вот непонятно что вообще. Так что рассудите, кто прав. Вот эти вещи купили за 2 дня. Там новогодние вещи, все такое, декорации. Скоро будет распаковка. Все увидите, посмотрите. В общем, оказалось, что заказать продукты очень дорого, прям сильно дорого. И решили подорваться 30 декабря уже 8 часов вечера, заехать в крупный гипермаркет и там уже нормально закупиться. Здесь также нужно втыкать монетку, и хрен знает какую монетку. У меня такой, конечно, монетки не было, и кэша вообще не было. И добрый мужик подходит. А вообще сначала я начал перебирать монетки, которые у меня есть с разных стран. Прям разные-разные вообще. Перебираю, пытаюсь разные засунуть, и мужик, короче, говорит, типа, не, там другая монетка должна быть. Дает эту монетку, засовывает. Я ему просто любую монетку из своей горсти дал. Я сказал, exchange. Классно. Повезло. Чем-то напоминает такие магазины в Китае, потому что они огромные, раз, и два, в них есть все. Помимо продуктов, там и одежда, и игрушки, и, я не знаю, и электроника. Первый день мы мало чего успели и были не очень-то и заряжены, потому что за день до этого мы были в полетах, в огромных очередях к паспортному контролю, которая пробегала целых 1,5 часа. В следующий раз прилетим гораздо раньше, а не за 3 дня. Нарезки. Курочка. Алмон. Дорогое удовольствие, сыр. Стоит, да, сыр нет. Взяли лапшу. Потому что сегодня вечером у нас нет еды, и мы все время были только в молах, ходили туда-сюда. Вот. Нечего дома есть. Я куплю себе багет, а может 2. Я куплю себе весь хлеб, а может да. Я куплю себе багет. Мы закупились, ждем Тахляндию. Главное это все донести, потому что это супер тяжело, а пакеты. Ну, пакеты вот такие рафтовые, крафтовые, руфтовые. Картонные, короче. Мама скинула мне денежку на Новый год, и я потратил на стейк. Я очень рад. Спасибо, мама. Кажется довольно странным видеть лапшу быстрого приготовления вот в такой вот квартире. В общем, стол готов. Приятного аппетита, хорошего ужина и асболсын. Сначала слегка позавтракаем, и потом начнем готовиться и готовить. Для оливье уже все готовится. Довольно странное чувство, что на улице лето, а дома Новый год. Тут все горит, жарко, пекло. Там уже все готовится. Еще нужно подготовить новогодний плейлист. Пока я начисто намывал посуду под домашним гнетом, мы уже готовим баклажанчики. Готовим вкуснейший тещин язык, замачиваем в соленой воде и даем ему чутка кайфануть. Вчера в магазине не было маринованных огурцов для оливье, так что сегодня заказали, сейчас пойду встречать его. Саша заставил меня пойти в этих рожках, чтобы подарить мужику, который работает этот день, новогоднее настроение, чтобы он был счастливый.
магазе не было обычных огурцов. Мы взяли специально для гамбургеров. Но гамбургеров у нас не будет. У нас будет альвеха жесткая. Так, сегодня у нас в передаче вот такие вот носочки. Вот такие вот. Штанцы. Футболка. Футболка. Вот такие вот штаны для аэропорта. Ну, это пижама, по сути. Свитшот Гарри Поттер. Отправляйте свои смски, голосуйте, в какой одежде мы должны сегодня встречать Новый год. Фабрика одежды. В общем, что насчет наших декораций? Это вот мы закупили всякие элементы, и потом Саша сварганила вот такую вот штуку. Амела, тоже наша декорация. В общем, работает, да, Амела? Мне хотелось другую елку. У нас все в мишуре, не в мишуре, в блесках. Все сыпется постоянно. Хозяин, наверное, нас потом убьет. В общем, вот так это выглядит. Она конструкционная, собирается. Очечи. Косынки. Ну и вот эти прекрасные элементы декора настенные. Пока чистим картошку, решили пересмотреть Гарри Поттера. И это такой кайф, я даже забыл, как в университете некоторые персонажи по ночам постоянно глядели на него. Точно знаю, если бы я сейчас находился с родителями, то смотрел бы с легким паром, который мне очень нравится, «Один дома» и еще пару советских фильмов, которые вроде бы ты где-то видел, но название не помнишь. Пока жарятся баклажаны, я буду готовить суп. Тут у нас мазик. Тут у нас чеснок. Что нужно сделать? Почистить и нарезать. Кстати, напишите свои интересные воспоминания с Нового года, я пока расскажу свои. В детстве мы ходили в доме туда-сюда, а папа все время находился дома. И как прозвучал бой курантов, мы вышли на улицу к елке, под которой уже лежали подарки. Мы с братишкой не поняли, как это произошло, вроде бы папа находился все время дома, и это была для нас настоящая магия. В университете я был барменом, разливал напитки и в другой год отметил в теплой компании на квартире со странными подарками от Тайного Санты. Первый год с моей уже женой, когда я впервые приготовил стейк, а вышли мы его искать за пару часов до Нового года, потому что за день до этого в магазинах была ужасная давка. Я просто оставил тележку и ушел. Забираем оставшиеся продукты. Еще должен быть тортик, авокадо и вот мартини. Тут у нас еще тортик фруктовый и авокадо сок. Купил торты довольно дешевые. Так как нет никаких принадлежностей, придется убираться салфеткой. Да, именно спокойно. Уже 7:30.
Сил почти не осталось. Да и времени уже. Эта часть уже готова. Осталось только рыбку сейчас пожарить. Одеться, искупаться, одеться, подготовиться, чуть-чуть прибраться. Все выстроить как надо. И готовить стейк. Так, короче, нужно почистить чесночок к стейку. У нас уже сколько? 9:30. Уже 10:30 надо, короче. Надо все расставлять, надо готовить уже этот стейк. Все к нему готово. Розмаринчик. В общем, по столу тут брускеты, пестрами, куриная нарезка, тещин язык, оливье, сырная тарелка, стейк, ну такой, и стейк из лосося. И просто время просто обжираться. Сами пастрами. Этот табаско. Пришли посмотреть на салют, и прошло буквально 15 минут, как мы сели за стол, и уже все, нажрались, наелись. По традиции мы пишем на бумаге пожелания на Новый год, поджигаем и выпиваем с шампанским ровно в 12:00. Да, 12. Что там Дед Мороз принес? Так, а где мой подарок? Где мой подарок? И заключительная часть этого вечера, этого праздника – тортик. Желаю всем наилучшего 24 года, счастья вашим близким и просто наслаждайтесь жизнью.